Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить жакет укороченный на подкладке на небольшой размер на 46 обхват груди. Прибавка по груди 8 сантиметров и полуобхват получается 50, то есть ширина сетки наша будет 50. Талия 72, но нам это не обязательно, потому что он будет абсолютно ровненький. Длина изделия 47. Вот, как он будет выглядеть? Впереди в стык будут борта, и вот здесь маленькие крючочки, которые будут задерживать борт от раскрывания. Пройма глубокая, 27 сантиметров где-то. И все. Шить мы будем из твида. Шили уже брюки на подкладке, и теперь остался кусочек, решили сшить жилет. С чего начинаем моделирование? Моделирование очень простое. Берем базовую основу. Так выглядит базовая основа на 46 размер, уже отшитый макет на девушку. И я уже здесь же внесла изменения на закрывание выточки. Это построенная выточка, выточка в пройму и выточка в бок. И для этого мы переснимаем, у меня калька, переснимаем именно ту, что нам нужно. Смотрите, в бок выточка. Вполне возможно, что мы от нее откажемся и перемоделируем. Но пока переснимаем именно так. Вот так. Вот. И спинка. Переснимаем и в дальнейшем начинаем моделировать. Кроить я буду сразу на ткани, отдельно выкройки строить не буду. Покажу, как вот такой переснятый лекальный чертеж можно смоделировать. Моделирование начинаем со спинки. Выточку пока не убираем. На ткани я удлиню до длины 47 сантиметров. Начинаем работать с плечом. Выточку мы делать не будем, потому что свободный силуэт, не прилегающий. Оставляем выточку 11 сантиметров. Не выточку, а плечо, извините, пожалуйста, вот так. И практически вот эту выточку мы срезаем. Здесь опускаемся до линии груди. Вот это расстояние 27 сантиметров я померила на клиентке, и она попадает именно на линию груди. И плавной линией обрезаем пройму. Все. Больше никаких изменений мы вносить не будем, за исключением того, что на ткани я вот здесь уберу выточку. Я проведу ровную линию. Построена базовая основа уже со свободой 8 сантиметров по груди. Вот здесь, то есть 92 плюс 8. И сетка чертежа при складывании у меня выходит на ширину 50. Отсюда до сюда 50. Это необходима свобода для такого жилета. Жилет будет на подкладке. И теперь то же самое обрезаем по этому участку. То же самое делаем со стороны переда. Так, переверну. То есть уменьшаем, делаем 11 сантиметров плечо. Вот 11 сантиметров плечо. И пройму углубляем до линии груди. Вот так. Эти линии вырезаем. И по линии бока тоже делаем ровную линию. Никаких выточек у нас по бокам не будет. Укладываем на ткань и вырезаем эти детали. Итак, я уложила ткань лицо с лицом. Обязательно
продекотировала перед тем, как раскраивать. Укладываю спинку со стороны кромки. Откладываю, вот я линию начертила, это непосредственно 50 сантиметров, ну с подгибкой он 47, плюс 3 сантиметра где-то на подгибку. Отметила по 2 сантиметра швы на твиде, нужно всегда это на всякий случай делать, потому что твид осыпается. Вот. И теперь хочу показать вот по боковому абсолютно ровная линия. И хочу выточку убрать. Не хочу, чтобы здесь была выточка, поэтому закрываю бок полностью. Открываю немножко со стороны плеча. И поэтому вот здесь нужно то, что мы открыли, обрезать. То есть сделать плечо 11 сантиметров. И при открывании выточки плечо опускается. Нужно приподнять. Как же показать? Мел не видно. То есть мы приподнимаем плечо на 1 сантиметр. Его всегда можно срезать. Значит, вот таким образом немножко расслабляем по переду пройму и расслабляем вот здесь плечо. Тем самым даем свободу для груди. Все, теперь это все обмеляем. Не забываем вот это убрать. И то же самое сделать со стороны спинки. Тоже приподнимаемся где-то на 0,7 на сантиметр. И останется только показать вам, как нужно кроить борт. Борт расширяем в сторону на 10 сантиметров. Вот я ограничила тоже малярным скотчем. Вот 10 сантиметров. И затем, чтобы раскроить его, нужно повторить вот эту часть. То есть можно сложить четко по сгибу и вырезать вместе с подбортом. Вот так. Как выкроить впоследствии подкладку, я тоже вам покажу. Сейчас все детали вырезаю. Борт не обязательно должен быть такой большой, он может быть и меньше. Можно его сделать и 5 сантиметров, и 10, насколько у вас хватает ткани. Так выглядят детали кроя. И теперь обязательно вся технология обработки точно такая, как я показывала вам брюки из твида. Нужно все края продублировать и по краю проложить стабилизирующую строчку, чтобы они не обтрепались. Это очень-очень важно. Посмотрите, ну спинка здесь все понятно. Всегда оставляйте большие швы на твиде. А вот это подборт. Так он выглядит. Подборт полностью дублируется, немножко переходя на переднюю половинку. Вот так он выглядит в сложенном состоянии. По линии проймы я еще не решила, что будут обтачки. Или можно без обтачек обойтись, а обработать просто подкладкой. Это мы решим на примерке, как нам понравится. Теперь я все сметываю. Боковые с боковыми, плечевые с плечевыми, средний срез. Жду примерку, уточняю все моменты и после этого только раскраиваю обтачки и подкладку. На данном этапе была сделана примерка, уточнены проймы. Проймы я опустила еще на 3 сантиметра, по плечам все хорошо. Вот, оставила длину 44 сантиметра жилета своего, проклеила дублерином подборт, горловину, проймы по спинке, по переду, боковые. И обязательно еще дала строчку, которая закрепила край. Это важно. Значит, теперь мы распарываем по боковым, вот так, и приступаем к выкраиванию подкладки. Укладываем подкладку лицо с лицом. У меня с этой стороны кромка. Начинаю я с передних половинок. Укладываем таким образом, чтобы край борта, вот если его свернуть, вот он,
подкладка заходила где-то сантиметра на 2, чтобы с одной и с другой стороны образовался шов. Укладываю вот так. И теперь с помощью мела нам нужна длина подкладки вот до сгиба. Этого будет достаточно. Я обвожу край четко, как он у меня ложится. Подкладку обязательно нужно тоже продекотировать. Значит, вот это шов плечевой. Я сантиметр продолжаю. Точно так же здесь отмечаю. И здесь сантиметр, получается, продолжаю. Если убрать, то вот так будет идти плечевой, а мы будем отрезать вот так. Вот. И касаемо вот этого изгиба, тут тоже все очень просто. Мы смотрим, где будет притачиваться, ставим себе точечку. Здесь тоже, где будет притачиваться, ставим точечку и соединяем. Значит, вот здесь будет допуск, то есть припуск для того, чтобы притачать. А по пройме и боковому нет, и по низу нет. Детали 2 вырезаем. Аналогично выкраиваем спинку. Спинку проще вырезать уже в развернутом состоянии. Так можно все натянуть аккуратно, не ошибиться по сгибу. И вот обычным способом укладываем и вырезаем. Аналогично. Здесь заходим на сантиметр на плечевой. Потом с этой стороны все то же самое. Детали подкладки вырезали. Это передняя половинка, это задняя половинка. Вот. И о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что по проймам нужно сделать чуть-чуть меньше, где-то на 3 миллиметра с каждой стороны. Для того, чтобы, вот смотрите, для того, чтобы когда мы обтачаем проймы, был перекант из верхней ткани и подкладочка чуть-чуть перешла на низ. И ее было не видно. Так как я здесь обтачки не буду делать, чтобы еще не усложнять, уплотнять саму и так плотную ткань, я делаю именно таким образом. Так мне проще. Вот так беру и буквально 3 миллиметра срезаю, так как она абсолютно одинаковая. Я вот так по краю немножко срезаю, где-то 0,3. Это позволит подкладке лежать лучше. Вот так. И в итоге получится где-то 5 миллиметров на всю ширину спинки, и она ее немножко подтянет вовнутрь. И то же самое делаю со спинкой. То же самое можно сложить вместе, но подкладка скользкая, поэтому я буду делать отдельно. Вот так. С одной стороны и то же самое с другой. И после чего соединяем наши детали по плечевому. Прежде чем соединить по плечевому, нужно соединить с подбортом, поэтому я вам сейчас объясню, как я буду делать уголки подборта. Важно отступить где-то 1,5 сантиметра от края, вот наметить себе эту линию. Эта линия будет притачивания подкладки. Вот, когда мы подвернем, вот здесь будет небольшой наплывчик. Вот так. Поэтому сначала намечаем вот таким образом линию. Теперь эту линию рисуем в уголок. Разворачиваем и вырезаем подборт сантиметр, оставляя
параллельно этой линии. Здесь на середине можно вот так обрезать. Получится. И теперь этот участок можно заутюжить, можно не заутюжить. Значит, как мы его будем обрабатывать? Есть разные способы обработки. Главное, что нужно сделать, вот здесь не дойти сантиметр. Когда будем стачивать, можно свернуть пополам. Не пополам, а вот так. И заклеить клеевой паутинкой вручную. Это для кого это возможно. Для тех, кого невозможно, я закалываю иголочками и потом изнутри выворачиваю это все на лицо, то есть наизнанку. И вот этот уголок, как мы защипили, нужно стачать. И все, только не дострочить до конца где-то сантиметр. Вот я заутюжила этот уголок. Вот так это выглядит в развернутом виде. Уголок назад возвращаем. Либо вручную, как я сказала, вот этот участок мы обрабатываем. Либо вот так иголочкой закалываем. Вот так. А теперь выворачиваем наизнанку осторожно. И вдоль заутюженной линии прокладываем строчку от уголка и не дострачиваем здесь сантиметр. И все. И после этого будем соединять подкладку с бортом. Вот что получается на данном этапе. Приутюжили. И у нас осталось место для того, чтобы притачать подкладку. С изнанки это выглядит следующим образом. Вот так. Наискосок. Все, возвращаем назад. И теперь на данном этапе нужно притачать подкладку только по переду. Для этого мы ее укладываем, уравниваем вместе с вот этим участком, вот так, с краем, и притачиваем по борту, немножечко припосаживая, чуть-чуть, чтобы она у нас поместилась в ту линию, которую мы для нее подготовили. Вот здесь аккуратно, аккуратно выходим на плечевую точку, вот сюда. Итак, подкладку притачали по борту, так это выглядит. И теперь обратите внимание, что если мы отогнем, то вот подкладка четко попадает по краю низа, и это можно уже притачать по краю, вот до сюда. Для этого мы выворачиваем все и теперь притачиваем с одной и с другой стороны. Здесь притачали, укладываем вместе со спинкой подкладки и соединяем по плечевому. Лицо с лицом подкладку. Вот так укладываем и стачиваем сантиметровым швом. Итак, плечевые соединили, по переду соединили с подкладкой. Вот так у нас все раскрывается. И по спинке нужно точно так же соединить подкладку по низу. Для этого мы складываем лицо с лицом. И от этого бока до следующего даем строчку шириной шва. Ну, я строчу всегда на ширину лапки, 0,7 где-то. Вот что получилось. То есть внутри весь жилет запакован. И теперь нам нужно вывернуть все наизнанку и изнутри обтачать по горловине и по проймам. Ширина шва также 0,7. Вот, там, где округление, немножко рассечь, чтобы очень было все аккуратно вывернуто. Вот, ну для этого выворачиваем все наизнанку, складываем точно так же
И, например, сначала начинаем с горловины, выравниваем обязательно плечевой с плечевым, центр с центром по ростку, и также плечевой с плечевым. Можете сначала сметать, а потом дать строчку и рассечь всю горловину для выворачивания. И точно так же делаем с проймами. По проймам и горловине обтачали, и теперь вот эту заготовку нужно через отверстие в боку аккуратно вывернуть на лицо, то есть через вот плечо. Все это мы выворачиваем. Так как она у нас не закрыта, выворачивается легко. И все эти шовчики нужно заутюжить так, чтобы был перекат в сторону подкладки. Вот таким образом. Но перед этим нужно рассечь. Все выворачиваем на лицо. Такая заготовочка у нас получилась, не соединенная по боковым. И теперь, на мой взгляд, самое сложное, что нужно сделать, это соединить боковые в круговую. Но для этого нужно совместить обязательно низ, вот здесь пройму. И сначала я делаю таким образом. Укладываю лицо с лицом, уравниваю все швы, закалываю. Вот так. И точно так же по этому низу, по линии заутюжки. Все это нужно аккуратно соединить по центру. Вот. А теперь нужно будет к этому участку подлезть через спинку, например, вот отсюда. Мы аккуратно все это вытягиваем на лицо. Находим все моменты соединения, которые мы сделали. И теперь, как мы рукав вшиваем, вот соедините эти две детали между собой. Вот так, круговую, вместе с подкладкой. В круговую соединили, и теперь обратно все выворачиваем. Вот так, чтобы все совпало здесь и здесь тоже на подкладке. И шовчик заутюживаем. Все делаем аккуратно. Так как здесь будет наплыв, мы его потом закрепим. Все ляжет хорошо, все приутюживаем. Вот здесь немножко у меня не сошлось, сейчас я подкорректирую. Все. А вторую сторону мы делаем следующим образом. Точно так же складываем все на лицо. Делаем все то же самое, но никуда не подлазим, а прям здесь. Уравниваем. Заходим на подгибку, от подгибки в круговую, и вот сюда где-то сантиметр перестрачиваем, и все. И получается, что вот этот участочек маленький мы зашиваем вручную на подкладке. Вот так выглядит бок, который мы изнутри стачивали, а вот так тот, который крайний. И теперь нам нужно просто подвернуть и вручную подкладочку на этом участке заметать. Просто вручную потайным стежком. И останется пришить только петельки. Я здесь наметила иголкой, вот, иголкой на уровне груди. И здесь размещу 4 крючочка. Вот, с этой стороны будет сами петельки, а с правой стороны крючочки. Вот такая красота у нас получается.